я в позиции по DAX, 27 пунктов я имею в профите. Я поставил очень большой тейк, он там туда вниз уходит, видите, гигантский тейк. Это связано с рядом условий, о которых мы поговорим чуть позже. Стоп тоже не короткий, но в пунктах это немного, 22 пункта это совсем немного. То есть у меня соотношение получается 22 пункта, 23 риск, чтобы сделать 77. Очень хорошее соотношение, 3 к 1 практически я имею здесь. И мы видим, что мой вход был вот здесь, вход в рынок, сразу после того, как мы пробили уровень, и вот оно первое восстановление, да, первая коррекция к уровню. И вообще в профессиональной среде эта техника, она очень популярная, сейчас я вам ее расскажу, называется ротация бара. Сейчас. Ротация бара. Ротация бара. РБ. Ротация бара подразумевает собой следующее. Вы видите, импульс вниз, как правило, состоит из 2, 3, 4 длинных медвежьих, в данном случае свечей. И они все, естественно, одного цвета, они широкие, полноразмерные. И затем против вот этих 3, 4 или, может быть, 2 таких крепких мишек такой маленький теленочек выбегает. Такая небольшая или, может быть, чуть покрупнее свечка, да, зеленая. И затем, если следующая свеча ее съедает, то есть следующая свеча снова нисходящая, медвежья, это первая индикация того, что может быть резкое ускорение движения вниз. Безусловно, здесь играют роль другие факторы, но вот это довольно популярно. То есть получается в 10 часов, вот это движение в 10 часов, вот оно 10 часов, 1, 2, 3, 4, 5 свечей мы обвалились подряд медведь, то есть был прессинг вниз. И затем небольшое такое восстановление. И обычно, если оно более глубокое, то рынок идет на коррекцию. А бывает такое, что первое восстановление и тут же дали по башке сразу. И вот это первый сигнал, ротация бара. То есть у нас получилось изменение вот здесь. Смотрите внимательно, видите? 1, 2, 3, 4, 5. Все эти свечи закрыты приблизительно ближе к своему минимуму. Видите, да? И они все достаточно широкие. То есть здесь у нас узко, ничего не происходит. И тут время, смотрим вниз. В 10 утра рынок распахивает свои двери. Да? И мы видим вот это движение. С пробоем уровня, еще что важно, что мы пробили вот этот уровень, мы об этом еще поговорим. Это важно, но сейчас я хочу вот ваше внимание вот немножко сузить, не прыгайте везде, сосредоточьте внимание на определенном времени, вот самое главное для вас, это время, если вы интрадей трейдер. Индекс Великобритании, я вчера ожидал, что может быть движение сильное вниз, но похоже оно переносится на вторник, сегодня 28-е. Поэтому я не удивлюсь, если индекс Великобритании сейчас так сформирует. Дудыщ, просто вот. Почему? Потому что сейчас, вот прямо сейчас в реальном времени вы видите один из сигналов моей системы уже, который называется предельное вот это сужение, сжатие. Видите, точки черные, они очень близко. Смарт-осциллятор провалился ниже 50, красная гистограмма. На сканере тренда эти символы, вот он, индекс Великобритании, третий сверху, светится, весь он красный. Вот это все в совокупности говорит о том, что сейчас может просто рухнуть индекс Великобритании и оказаться в ближайшей поддержке где-нибудь 74, 4, 4, 4. Давайте, пока у нас рынок открывается, еще 4 минуты. Сейчас на открытии все узнаем. Есть такое понятие, как L. L – это локация. Локация – это положение цены относительно ценности. То есть здесь мы исходим из простого принципа, что рынки двигаются от фазы сужения к фазе расширения, потом к фазе сужения и так далее, расширения. То есть это бесконечный цикл, он всегда продолжается. Так вот, когда мы говорим про локацию, в какой я локации нахожусь? В сужающей, да, стадии локации это одно и то же. Или, наоборот, в фазе расширения. Все. Моя задача, как интрадея, найти вот это место, когда будет выход, и затем либо на коррекциях прыгнуть здесь, либо
взять на пробой, вот здесь зайти, поймать движение и закончили. И по ходу, может быть, еще добавить. Все. Вот эта фаза, когда мы широко, то есть удаляемся от ценности, мы можем рассматривать как контр-тренд. Контр-тренд. Здесь внизу на buy, здесь на sell. Для чего? Чтобы сыграть на возврат к ценности. 2 минуты до открытия. Я уже в предвкушении. Ох, мы сейчас можем увидеть хорошее движение. Еще раз, не гарантия, но очень вероятно. То же самое по индексу Великобритании. Я даже сказал бы, по индексу Великобритании лучше картина. Там больше шансов упасть, потому что там рынок немножко другой в целом. Да, если мы откроем дневной график индекса Великобритании, мы видим, что обновили, во-первых, не только минимум, вот этот, раз, посмотрите налево, просто посмотрите сюда. 1, 2, 3, 4, вау! 4-дневный диапазон. И вот этот бар предыдущий, он самый узкий среди вот этих последних 1, 2, 3, 4 свечей. Поэтому крайне вероятно, что он может и просто здесь оказаться. Понимаете? Когда сделка хорошая, сигнал хороший, ситуация хорошая, но просто все само на вас вылезает. Вам не нужно придумывать сделку. Вам не нужно самому там, скажем так, заставлять рынок двигаться или, я не знаю, там настойчиво искать сигнал, стараться, упорно пыхтеть. Не надо. Хорошая ситуация, когда вы много ее торгуете, вы уже видите, как это все происходит, как формируется это. И она сама на вас вылезает буквально. Понимаете? Просто она сама показывает себя. Нет же, мы привыкли совершать какие-то непонятные, дурацкие, бесполезные зачастую действия у экрана. Что-то ожидать постоянно, что она пойдет туда, там так будет. И в итоге все происходит наоборот, и ты такой сидишь как дурак. И думаешь, что там тебя разводят, толпу разводят, еще что-то происходит. Маркетмейкер там и так далее. В общем, наблюдаем. Индекс Великобритании очень плохо себя чувствует. Там все пропало. Падение может быть очень серьезным. Видите, какая компрессия, экстремальное сужение, очень острая фаза сужения. Поэтому я сказал, что по индексу Великобритании даже лучше, но я уже в DAX. У меня есть объемы, я не хочу выходить оттуда, чтобы заходить в Великобританию. Видите, какая компрессия, сужение. Кстати, бум, как мы обвалились буквально за 3 минуты на 150 пунктов упали. DAX поспокойнее. Да? Пока у индекса Великобритании традиционно себя ведет агрессивнее, то есть он более такой дерзкий, жесткий индекс. Смотрим. Видим, рынок пошел на коррекцию. Это ничего страшного, не надо бояться этого. Ничего страшного. Это нормально, если рынок придет и протестирует вот то, что я говорил, да, второй заход. То есть первый заход ты входишь здесь, а второй ты просто ждешь, когда рынок скорректируется. Хорошее место, чтобы нарастить объем. Смотрите, вот секрет один увидел прямо сейчас на sell по индексу DAX. Сейчас покажу. Смотрите. Видите вот эти 2 точки наверху, которые формируют двойную вершину, видите? И они прям не то что на одном уровне, они буквально тик в тик. То есть если взять максимум вот этой свечи, high 15956, и максимум вот этой свечи 15956, то же самое. Вот здесь говорит о том, что профессионалы продают. Они продают именно в том месте, которое является ценностью, то, что я выделил зеленым. И второе, вот этот паттерн и вот эта идеальная точность свидетельствует того, что там стояли ордера, и оттуда просто сумасшествие происходит. Сейчас увидим. Еще раз, одни гарантии, да, больше вероятность, более высокая вероятность этого события. Что мы опустимся уже вот сюда, вот к этой области. 7-8 из 10 будут падать вниз сюда. Вот смотрите, еще цикл вам покажу. Смотрите. Видите расстояние до точек? Это какая фаза?
Это фаза сужения. То есть рынок сузился и потом бум, что расширился. Видите, расстояние увеличилось чуть ли не в 3 раза. И вот это первая, скажем так, индикация того, что нужно быть аккуратнее к новым продажам. Либо на коррекции входить, либо ждать, когда точки прибегут на помощь. Да? То есть произойдет сужение, когда рынок начнет консолидироваться. Это очень важно. Угу. Вот видите, тут же реакция. Бум! Но ее бояться не надо. Это нормальная реакция. Почему? Потому что она удалилась от ценности. В моей системе это называется двойное удаление. Сейчас объясню. Двойное удаление – это когда смарт-осциллятор минус 100, видите, он на пол, и цена далеко от точек волатильности черных. То есть красный столбик минус 100, цена далеко от черных. Здесь видите, какое расстояние? Вот это предельное сужение. Оттуда приходят самые сильные тренды. Это самая прибыльная ситуация в истории трейдинга. Мелкие свечи, минимальное расстояние до точек. И после этого расширение. Вот это, наверное, то, что я буду торговать целыми днями. Могу торговать. Особенно это хорошо работает на открытии биржи. И затем следующая фаза – это расширение. И когда произошло расширение, ты ждешь коррекцию к этой зоне. Да, или хотя бы, чтобы расстояние между черными точками и ценой сократилось. Потому что сейчас оно тоже довольно большое. Угу. Вот в этот принцип должны помнить. Локация узкая, локация широкая. Нельзя продавать больше здесь. Поздно. Здесь обязательно. Покупать здесь можно, это агрессивно. Лучше дождаться коррекции, сыграть на сел, чтобы взять еще одно возможное движение. Смотрим дальше. Я люблю такие видео, потому что они раскрывают весь потенциал, скажем так, ваш, во-первых, потому что вы становитесь более проницательным трейдером, но и весь потенциал моих алгоритмов и моей системы, где вы видите, как это все работает и как это все взаимодействует между собой. Продолжается движение. И, конечно, чем ближе к этим точкам индекс Великобритании, тем лучше, тем больше шансов. Посмотрите, индекс DAX восстанавливается, и кажется, что все, мой план рухнул. На самом деле нет, все нормально. Мы по-прежнему торгуемся ниже лоу вчерашнего дня. То есть этот L, да, я бы сказал, что это финальный для меня рубеж. Если этот рубеж не устоит, ну, скорее всего, то, что я сейчас вижу, неверно для конкретной ситуации, и мне нужно закрывать контору сегодня, на сегодня. Увеличил позицию по индексу DAX, ожидаю падения. Пришел сигнал на sell дополнительный, на коррекцию уже здесь на пробой, это на коррекции. По индексу нету Великобритании, хотя мы в ценности, в идеальной зоне продаж, но там price action не вижу. Еще очень интересная ситуация у нас по евро-иене. Посмотрите сюда. Видите, евро-иена растет. И смотрите, как цена удаляется от моих белых точек. Смарт-осциллятор высоко. То есть здесь покупать нельзя. Нельзя. Да, это место, где запрещено покупать. Расстояние, цена-ценность большое. И мы похожую ситуацию с вами видели по индексу Великобритании. Большое, видите, расстояние, большое расстояние, наоборот только. То есть в реальном времени это помогает вам легко ориентироваться, где дорого покупать, где дешево продавать. То есть где не надо входить по тренду. Не надо входить по тренду. И все это я вам показываю в реальном времени. Давайте посмотрим на Мосбиржу. Я вам хочу кое-что показать еще, чтобы вы настолько... Здесь, кстати, идет тест нового робота. И чтобы вы настолько изучили вот эту тему, настолько стали в ней экспертом, чтобы каждый график, который вы бы не открыли, любой график, для вас был очевидным, понятным с первого же буквально взгляда. Понятно не то, что вы там обязательно должны действовать, а понятно, например, что там ничего нет. Сразу. И это все упирается в два тезиса. Локация узкая, локация широкая. Все, трейдеры. Вот прям все.
А какой инструмент вы будете использовать или инструменты для правильной интерпретации локации, узкой или широкой? Это уже зависит исключительно от того, как вы протестируете, как вы к этому придете, где вы это возьмете. В моем случае это точки волатильности и смарт-осциллятор. Они отвечают за локацию. Локация широкая, когда смарт-осциллятор минус 100, цена далеко от черных точек, говорит о том, что продавцы уже сильно продали. Чересчур сильно, и скорее всего цена вернется куда? К ценности. А когда она у ценности, мы рассматриваем снова продажи, если смарт-осциллятор красный, если есть другие условия, есть сигнал на тренд-сканере. Почему? Потому что это ценность по тренду. Мы дальше продаем. Потом она опять удаляется, и вот так этот цикл постоянно происходит. Иногда бывает так, что она раз удалилась и тут же вернулась обратно. Резко удаление. Иногда бывает удалилась, вернулась, мы здесь снова продаем, чтобы, как по индексу Великобритании, да, чтобы поймать вот это движение до предыдущего уровня, а может быть даже ниже. Аэрофлот валится, давайте посмотрим, что с ним. Смотрите. Просто вот я открыл график, и вы уже наверняка видите все, что вам нужно. Без каких-то других приемов, фокусов и так далее. Вот посмотрите просто прямо сейчас на Аэрофлот. Без моих подсказок. Что вы можете сказать про этот график? Вы сразу видите, где были зоны сужения. Сужение. Пошло расширение. Смотри на смарт-осциллятор, где произошло расширение. Вот здесь. Максимальное удаление от ценности. Не продавать, не продавать, не продавать больше. Почему? Потому что последует коррекция куда? К точкам. Здесь мы видим, рынок замерз, они приблизились. Соответственно, вот эта зона, где ты снова можешь зайти на sell, либо просто отойти от этого рынка, потому что вот оно золотое место, где трейдеры зарабатывают, ну, не доллары, рубли, даже Мосбиржи. Потому что вот оно узкое, первая фаза расширения, самые большие профиты. Затем будет второй шанс, 2, это коррекция, но это лучший шанс. То есть здесь самое большое, как правило, происходит движение. Мы видим, смарт-осциллятор уперся в минус 100 далеко, и это говорит о том, что после этого последует коррекция. Вот то, что мы как раз видели. Все. Сейчас цена у ценностей, ты можешь рассмотреть здесь. Ты можешь рассмотреть здесь продажи. Ага, DAX пошел. То есть это мои тейк-профиты. Закрываем 2 продажи по DAX. Отлично. Смотрите, что делает индекс Великобритании. Бум! Просто там вообще все пропало. Там вообще без шансов. Но смотрите, как у нас сегодня полезно, трейдеры, как у нас сегодня полезно идет торговля. Столько инсайтов, столько ценной информации для вас. В реальном времени, никакой лабуды исторической. Все мы видим в реальном времени. Смарт-осциллятор на британском индексе уперся в минус 100, видите? Но точки не так далеко. То есть нет такого предельного удаления, как было здесь. Но мы ожидаем, что может быть восстановление небольшое. Видите, смарт-осциллятор здесь. То есть опять ушли от ценности. Вот здесь продавать уже нельзя. Твоя ценность здесь была, твоя ценность здесь была, твоя ценность здесь была. Sell, 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 все. Угу. Здесь поздно продавать, поздно продавать. Нужно, чтобы откатили от минимума. Могут упасть? Да. Но крайне маловероятно, что это будет долго продолжаться. Могут быть отдельные там эпизоды, да, безусловно. Представляете, вот если вы начнете это репетировать, еще раз, не обязательно своими инструментами, можете со своими репетировать. Вот смотрите, мои просто готовы уже, свои надо создавать. И может потребоваться не 1 год. Это выглядит визуально очень просто. Прям вообще как, Аркадий, это же вообще, да, это вот так, да. Ну иди создай, я посмотрю. У меня ушло очень много времени, потому что, например, смарт-осциллятор, чтобы додумать его концепцию, пришлось, я не знаю, там несколько десятков идей переварить в голове, потом попытаться их воспроизвести в такой вот
визуальную форму, потом сделал так, чтобы уровни были фиксированы, мы четко имели градацию, что означает уровень 100, что уровень 50, и вообще сделать его таким, чтобы он не был похож ни на один другой осциллятор, и он вообще другой. То есть у него нет никакой, скажем так, взаимосвязи, например, даже с этим, со стрелочным моим сигналом. Да? То есть они вообще живут по разные стороны, хотя это тоже имеет свои зоны там перекупленности, да, перепроданности, но это не похоже ни на что, что когда-либо я видел и когда-либо разрабатывал. Соответственно, вот здесь, видите, минус 100. Ну, то есть это объективная информация. Вот я могу навести и сказать, если мой столбик, вот этот красный, он показывает минус 100, а он показывает минус 100, да, и цена далеко от ценности, представляете, какое удаление от ценности, то либо ты играешь против тренда, либо ты ни в коем случае не продаешь. Угу. То есть вот здесь, начиная вот с этих моментов, вот с этой зоны, все, вот эта зона запрещенная зона для продаж. Это не значит, что он не может пойти вниз, я всегда об этом говорю. Может, но вероятность этого, чем дальше мы опускаемся, тем она меньше, ниже. С трендом я имею в виду. Вот узкая локация, видите, потихоньку он удаляется, расширяется. Здесь уже осторожнее. Ты можешь держать позицию, но новых лучше здесь не открывать. Угу. Затем рынок пошел куда? Куда он пошел? Он пошел к точкам черным. Почему? Потому что это зона ценности. Почему? Потому что это цикл. Вы увидите это везде абсолютно, не какой-то там секрет. Имею в виду, ничего такого в этом нет. Это нормальный цикл рынка. От расширения, еще раз, узко, потом что? Широко, потом что будет? Узко, возврат ценности, потом что? Широко, и вот так постоянно цикл идет. Вот сейчас, например, хорошая ситуация по Совкомфлоту, чтобы продать на коррекции вот сюда. Симметричная вершина, робот нашел паттерн, пробой середины, коррекция 60 классик от ценности. Почему мы говорим именно sell? Ну, потому что рынок красный, смарт-осциллятор красный. Нефть, давайте посмотрим нефть. Будем прям просто до дыр будем работать сегодня. Ну, с другой стороны, если есть возможность продемонстрировать трейдерам в работе вот эти ключевые фундаментальные принципы торговли, без которых ты просто никуда не продвинешься вообще в трейдинге, но просто если не используешь принцип локации, нет шансов, никаких просто. Ну, никаких. Так будет какое-то попадание иногда, так что-нибудь выстреливать будет, да, но стабильности никакой не будет. То есть принцип локации отвечает на все вопросы. Вот сейчас, например, нефть WTI. Мы далеко или близко от ценности? Мы удалились от ценности. То есть сейчас цена далеко. Посмотрим, придет ли к ценности. Возможно, здесь будет buy. Мой смарт-осциллятор поднялся, но он в такой нормальной зоне. Не зашкаливает, не у нуля. Нормально. Угу. То есть всегда два варианта. Если мы трендовые трейдеры, у нас два только варианта. Ты торгуешь пробой, чтобы поймать всплеск, но ты пробой торгуешь, когда максимально узко. Либо ты торгуешь коррекцию, когда мы расширились уже, и потом коррекция. Все. Все. Почему вот удивительно, знаете, я вот писал в Телеграме не так давно, я говорю, некоторые трейдеры не проснулись, что ли, еще. Они сливают годами, теряют деньги просто. Вот, ну, теряют, наверное, раз в 20, чем они там тратят на, инвестируют в свое обучение, в какие-то разработки, да, либо сами что-то разрабатывают, либо уже готовые разработки. Да. Они все время теряют деньги и продолжают на что-то надеяться. Вот у меня вопрос к таким трейдерам. Я понимаю, если сейчас по ту сторону экрана был бы я, наверное, я был бы рад, что мне такое говорят, потому что, может быть, это в моей голове как-то начало бы что-то меняться, шевелиться, да, потому что мне никто это не говорил. Аркадий, типа, проснись, алло, ты что делаешь? Да, чтобы хотя бы как-то там где-то, может быть, я это не услышу сначала, но мне если 200 раз скажут, может, у меня произойдет озарение. Еще вопрос часто задают трейдеры, надо ли смотреть на другие таймфреймы. Я рекомендую использовать, если вы минутный трейдер, ну, внутри дня торгуете, вот М1, М5, два главных таймфрейма. Можно смотреть на дневку. На дневке можно отслеживать некоторые паттерны ценовые, после которых обычно, да, например, следующий день медвежий. Ну, скажем, например, если
я вижу определенный паттерн ценовой, который был вчера, и я знаю, что после него следующий день чаще вниз. Я могу это использовать в качестве дополнительной информации для своих решений внутри. Это возможно в принципе. Но это не основа. То есть это, скажем так, плюс еще какой-то, может быть, к уверенности, к подтверждению какому-то и так далее. Но основное это минутный, 90% времени я там провожу 5-минутный. В принципе, я на него смотрю не часто. Меня интересует здесь также удаление до моих точек, то есть вот эта цена-ценность. Но в принципе достаточно моего смарт-осциллятора, потому что он считывает информацию с 5-минутки по разным критериям. То есть он не просто содержит информацию о том, что ну, вот уровень там 100, уровень 50. Он строится на основе волатильности, учитывается средний диапазон. Очень много критериев внутри него заложено, которые формируют гистограмму. И все это строится с 5-минутки, потому что если я зайду в настройки, вы увидите, что здесь стоит таймфрейм M5. Я могу поставить current, текущий, минутный, но тогда шумно будет. А мне нужно сгладить шум и смотреть, скажем так, на более надежные сигналы. Очищенные, назовем их так, отфильтрованные. Соответственно, M5 у меня стоит здесь настройка. Можно поставить 15, но многовато. 5 идеально. Все остальное не надо менять, ничего, все уже настроено, готово. Так же, как и вся система, все правила, все уже вышкурено, выверено. Да. Продолжаем после небольшого перерыва. Возвращаемся к работе. Небольшой кофе-брейк, чай-брейк. Работаем. Ждем DAX по-прежнему. Мы в плюсе, без убытки, остаток позиций. Конечно, он сегодня демонстрирует такую безмятежность, больше, я бы сказал. Индекс Великобритании прекрасен, все отрабатывает. Будучи в прибыли, в тебе может просыпаться жадность. Естественно, тебе будет хотеться забрать прибыль, когда ты будешь видеть, что цена идет в обратку. И вот этот момент нужно переждать и руководствоваться рациональными объяснениями, почему ты закрываешь сделку или выходишь из позиции. Например, цена на уровне. Или, например, там, мы далеко от ценности. Много разных может быть критериев. Но если ты каждый раз будешь импульсивно выходить, потому что тебе ты боишься потерять прибыль, то ты привыкаешь так действовать, и потом очень трудно от этой привычки отойти. Как раз в статье, в сообщении в Телеграме, как раз вот похожая формулировка у меня была. Сейчас, секунду. Интересно, как во время торговли меня может охватить страх, когда я нахожусь на прибыльной территории, беспокоясь о потере того, что я приобрел. Узнаете себя? С другой стороны, когда я сталкиваюсь с потерей, мной часто движет жадность и желание исправить негативный результат. И вот это очень важное замечание. Потому что, как здесь я дальше пишу, что торговля на бирже – это больше, чем финансовая деятельность, это путь к самообладанию. Очень-очень важно. То есть не расценивайте трейдинг как просто, сигнал, паттерн, скользящий объем. Нет, не так совсем. Это целое, это жизнь вообще. Это столько твоих вот этих устоев, каких-то убеждений может разрушиться, и хорошо, которые бесполезны в жизни, абсолютно они только мешают развиваться, а через трейдинг это ты можешь прийти к открытости какой-то, финансовой открытости к рискам каким-то, неопределенности, устойчивости большей. Познавая себя. Да. Ставьте лайк, мы заканчиваем. DAX доходит до уровня, и все. Наша сессия на сегодня финиширует. Если
вы хотите поблагодарить меня за это видео, ставьте лайк еще раз, подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы. Это третье уже видео из серии «Как зарабатывать трейдеру на жизнь, как превратить трейдинг в дело, которое будет, которое приносит доход и доставляет удовольствие». До этого вышло 2 ролика, ссылки вот где-нибудь здесь оставлю, там в правом углу закреплю. Те ролики тоже бесценные, мы во многом пересекаемся, да, в этих видео с различными терминами, потому что, в принципе, поведение трейдера, оно должно строиться вокруг одинаковых вещей, а не каждый раз что-то новое. Ой, это новое. Угу. Поэтому, если вы не посмотрели те ролики, надо смотреть их тоже. И дальше делать выводы, если вам нравится то, что вы видите, вы разделяете мои ценности, мои взгляды, мой подход, то тогда надо двигаться дальше в пользу вот этих алгоритмов, программ, тренингов закрытого плана, где вы уже, скажем так, переступаете вот этот барьер, да, свой внутренний, и начинаете работать над собой, над самодисциплиной, над самообладанием, над четким пониманием того, как вам действовать дальше у правого края графика, как, скажем так, извлекать максимум из тех ситуаций, где у вас есть преимущество, как наоборот, быть аккуратнее, быть осторожнее, когда цена или рынок или ситуация складывается не в лучшую сторону, а как здесь работать с позицией. В общем, все это вы найдете на моих программах, ссылки под видео, подключайтесь, увидимся, пока.